Привет, я хочу предельно кратко высказать свое мнение о сериале и высказать свои мысли насчет того, как Games Workshop работает над своими проектами. Ангелы смерти. Первым делом мне бы хотелось отметить интересную цветовую палитру. Красный, черный и белый смотрятся просто шикарно и органично в отношении кровавых ангелов с цветом их доспехов. Но вместе с этим появляются такие проблемы, как пересветы и однотонная картинка, что заметно во время сражений. То есть вот вам пример битвы, где силуэты, конечно, отличимы, но все же нет никакого контраста между городом и генокрадами. Да, это конечно можно объяснять творческой задумкой, что серость города показывает на то, что он захвачен, пусть и в нем нет ничего святого, а кровавые ангелы красного цвета как некий единственный лучик света императора в городе, а тираниды серые по той же причине, что в них нет ничего святого. Но все же хотелось бы видеть какой-то контраст между городом и генокрадами, чтобы их было проще отличить, видно, что вот это да, это враги. Ну, в отношении космодесанта, естественно, потому что просто так вот определить и понять, кто на самом деле враг, то есть кто хороший и кто плохой в Вархаммере, это довольно такая сложная задача. На самом деле здесь нет ни хороших, ни плохих, тут все такое серое, скажем так. Что касается в целом качества визуального составляющего, то это, конечно, не уровень Астартес, это и так всем понятно. Не надо сразу набрасываться, вот, сравниваешь со Астартес. Я наоборот из числа тех людей, которые считают, что если анимационный проект хуже, чем Астартес визуально, это не значит, что он плохой. Поэтому докапываться до меня в этом плане не надо. Здесь текстуры мыльные, дерганные анимации, низкополигональные модели. Все это, конечно, грустно, но при этом данный сериал не вызывает у меня никакого, знаете, отвращения. Дешевая анимация чаще всего была заметна только на лицевой анимации, а передвижения и бои выглядели неплохо, в силу того, что оператор, который снимал все это на виртуальную камеру, выполнял свою задачу просто на ура. Он скрыл рваную анимацию динамичной съемкой, он молодец, к нему вообще никаких претензий, он выложился здесь практически на полную, то есть вот эта вся тряска, вот это вот резкие какие-то повороты камер, это просто отлично. К нему здесь претензий никаких нет, он выполнил свою задачу здесь на ура. История здесь довольно простая, то есть сразу понятно, что Games Workshop делают пробу пером, чтобы понимать, как мы будем относиться к подобного характеру проектам. Я имею в виду проекты, которые изначально создавались фанатами, а потом Games Workshop взяли их под свое крыло. Что я об этом думаю, я расскажу чуть позже, когда закончу с Ангелами Смерти. Так вот, сюжет в целом среднячок, без каких-либо вау-моментов. То есть, он такой вот простой, без каких-либо, знаете, таких невероятных поворотов и всего такого. Персонажи здесь хоть как-то развиваются. Капитан Орфеус здесь вообще все время хочет сдохнуть, у меня к нему вообще никакой симпатии нет, этот персонаж мне был противен, он мне вообще не нравился, бессмысленный какой-то большой великан здесь ходит, вот вообще все. То есть я знаю, кто он такой, но он мне здесь вообще не нравится, он здесь как будто лишний. Самый интересный конфликт — это Казарион и Рафаэль, то есть Капеллан. Между ними был интересный конфликт, за которым мне было интересно наблюдать, я даже об этом сделал трибьют, который я выложил на канал, если хотите, можете потом посмотреть, но тема там не до конца раскрыта, но в целом можно посмотреть. Саунд-дизайн. Я не знаю, кто им занимался, но у меня к звукорежиссеру есть вопросы. Первое. Что со звуками стрельбы из тяжелого болтера? Он звучит ужасно, как простой выстрел из автогана. Второе. В некоторых моментах, например в битве, где погиб Капеллан Рафаэль, не хватает драматичной музыки, чтобы прям душу рвало. Там музыка должна быть поначалу эпичной, и потом перейти в драму, потому что Капеллан Рафаэль умер. Там должна быть драматичная музыка, чтобы рвало душу, потому что там серьезно прям она бы подошла, у меня даже в трибьюте музыка лучше, стоит. Ну да ладно. В остальном в сериале музыка довольно такая средняя тоже. Она не особо запоминается, но и при этом звучит вроде как даже нормально. И органично вписана в сериал. Третья моя претензия — это звуки расчленения врагов цепным мечом. Они звучат как дешевый звук, когда, не знаю, бьют простым стальным мечом по плоти. Реально звучит вот именно так. Я сейчас могу открыть какой-нибудь, не знаю, Mountain Blade история героя, то есть самую первую часть Mountain Blade, даже возможно Mountain Blade Warband, и там примерно такой же звук будет. В целом сериал мне понравился, и я даже готов пересмотреть его через какое-то время, но моя оценка ему как официальному проекту 6 из 10. Он не идеален, он имеет кучу ошибок там всяких, но он мне нравится. Это все. Я говорил, что поясню за момент с пробой пера фан-проектами. У меня складывается такое впечатление, что Games Workshop не очень-то и сильно хочет влиять на процесс съемок. Они взяли фан-проекты и их команды под свое крыло, ничего в их составе не меняли, дали немного денег и сказали: делайте как вы хотели. И лишь иногда они, скорее всего, вклиниваются в процесс после прочтения сценария и просмотра демо-материалов. Сейчас я объясню, почему я так считаю.
Вспомните первые и последние трейлеры сериалов «Ангелы Смерти» и «Экзодит». Они отличаются кардинально как по цветам, атмосфере, так и по повествованию истории. Вот кадры самого первого и последнего трейлера «Ангелы Смерти». Различие просто во всем. Цветовая палитра, атмосфера, качество визуала и, судя по всему, история тоже совершенно другая. В «Экзодитах» примерно та же самая ситуация, правда изначально версия выглядела более мрачной и интереснее. А теперь на фоне всего этого вспомните, как выглядят официальные синематики с YouTube канала Warhammer. Это просто небо и земля. Тот же последний синематик с перезапуском Ереси Хоруса выглядит просто невероятно. Что мешает ГВ дать фан-командам классных аниматоров и 3D художников, оставив на месте режиссеров и сценаристов, я не понимаю. Конечно, классно видеть, что Games Workshop позволяет фанатам, создававшим свои анимации по Warhammer, присоединиться к Games Workshop и получить официальную поддержку. Но хотелось бы видеть в подобного характера работах хоть какие-то существенные улучшения, а не только логотип Warhammer и то, что данный проект защищен авторскими правами. Спасибо за внимание, подпишитесь на мои социальные сети, ссылки на которые находятся в описании. Всем пока.